Всем привет и здравствуйте! С вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр в серии коротких видеоразборов небольших проблем кремоваров. Сегодня мы продолжим разбирать возможные практические ошибки для приготовления правильной эмульсии. Какая же эмульсия неправильная и первые 4 ошибки мы рассмотрели в предыдущем видео. Для его просмотра кликайте на всплывающую подсказку или ищите активную ссылку в описании к видеоуроку. А я тем временем продолжаю и хочу сказать, что достаточно распространенной ошибкой всех новичков при приготовлении эмульсии является чрезмерное использование мини-миксера. Многие начинают эмульгировать фазы с помощью мини-миксера и, не прекращая, продолжают эмульгировать на протяжении, скажем, 30 минут. А в конце вы получаете перевзбитую завоздушенную эмульсию и думаете, а можно ли ее использовать. Теоретически ее использовать можно, но практически это неправильно, потому что эмульсия должна быть однородная, густая и гладкая. Следующая очень важная ошибка – это пренебрежение технологией работы с данным конкретным эмульгатором, потому что все они отличаются друг от друга. Поэтому очень важно изучить все технические нюансы работы с новым эмульгатором, который вы приобрели, особенно если он сулит вам приготовление ламеллярной эмульсии. И здесь очень важно соблюсти все условия работы, начиная с того, какую фазу в какую необходимо вливать, при какой температуре плавить эмульгатор, а также при каких оборотах мешать, скажем, сначала на маленьких оборотах, потом на больших, потом их снова снижать. Все эти нюансы в итоге позволят вам получить правильную, густую, красивую эмульсию, о которой мечтает каждая из нас. Также следующая ошибка, которую мы выявили, потому что мы очень часто получаем вот такие вот жалобы, мол, приготовила эмульсию, в конце капнула капельку консерванта и у меня все развалилось. И кто в этом виноват? Конечно же, некачественный консервант. Но такие ситуации происходят не из-за некачественного сырья. Прежде чем капнуть консервант в конце приготовления эмульсии, нужно проверить, из каких компонентов он состоит, то есть посмотреть его инки состав, а также какой его рабочий диапазон pH и главное, какой pH собственного самого консерванта. Ведь очень часто именно кислый консервант, добавленный в конце, может испортить результат приготовления красивой эмульсии. От себя хочу добавить, что практически все консерванты выдерживают непродолжительный нагрев, и лучше всего вводить консерванты до приготовления эмульсии. Если вы не хотите их долго греть, отлично, не грейте. Нагрейте водную и жирную фазы и добавьте консервант непосредственно перед эмульгированием, и нагрев будет очень непродолжительным. И следующее – это ошибки в приготовлении обратной эмульсии. На самом деле у меня лично все обратки начали получаться с первого раза, и мне кажется, что невозможно не приготовить обратную эмульсию. Но мы получали очень много вопросов и жалоб на то, что обратки не получаются. Но для того, чтобы они получились, главное иметь терпение и время на их длительное вымешивание. А также, исходя из моих личных опытов и тестирования рецептур обратных эмульсий без введения рекомендуемых стабилизирующих компонентов, а именно соли и глицерина, такие эмульсии спустя время могли подходить водичкой, то есть происходило расслоение эмульсии. И здесь мы снова возвращаемся к правилу соблюдения технологии работы с эмульгатором и следованию рекомендаций производителя данного эмульгатора. И еще один очень важный момент, который необходимо себе запомнить раз и навсегда. Чем больше холодной активной фазы в конце приготовления крема вы вводите, тем выше вероятность, что с этой эмульсией может пойти что-то не так. И в этот момент может подключиться тот самый ретроградный Меркурий, который, оказывается, тоже может влиять на конечный результат формирования правильной эмульсии. Что же делать, если хочется ввести большое количество активных компонентов? Первое, изучаем их температурный режим. На самом деле очень много компонентов разрешено вводить, скажем, при температуре 60 или даже 80 градусов Цельсия. Поэтому изучаем данную информацию и по возможности вводим активы в горячую, жирную или водные фазы перед эмульгированием. А после эмульгирования мы вводим только те компоненты, которые не рекомендуется нагревать до температуры выше 40 градусов Цельсия.
И на этом самые популярные ошибки закончились. Я рассказала вам о своем опыте на протяжении многих лет приготовления косметики. Вы же в свою очередь делитесь своим опытом, а также курьезными ситуациями, которые у вас происходили во время приготовления косметики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также делитесь данным видео с другими кремоварами. Всем пока и до новых встреч!